Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Бельгии лидеры Европейского Союза снова пытались договориться о мерах поддержки экономики Европы с учетом политики Дональда Трампа. Однако встреча завершилась без конкретных решений. Фридрих Мерц требовал быстрее менять правила для бизнеса. Урсула фон дер Ляйен настаивала на новых общеевропейских решениях, но страны так и не решили, кто же будет платить за рост и рабочие места. Что это означает для нас с вами, если у Европы нет четкого плана, а время уходит? И это еще не все. В Германии газ для заводов дешевеет, а счета для немецких семей остаются высокими. Сегодня предприятия получают льготы, чтобы не закрываться. Нам с вами политики объясняют, что рынок как бы успокоился, хотя платежки в почтовых ящиках этого не показывают. И напоследок, в Германии продолжается приток мигрантов, но почему-то рабочих рук больше не становится. Больницы, стройки и транспорт по-прежнему ищут персонал. Вакансии висят, пенсионные взносы не растут, а нагрузка на работающих увеличивается. Какие причины этому всему? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Бельгии на встрече лидеров стран Европейского Союза попытки согласовать общие действия после возвращения политики Дональда Трампа снова провалились. Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждали экономическую слабость Европы и необходимость изменить ситуацию. Но каких-то конкретных решений не приняли. На встрече чиновники открыто признали, что причины экономических проблем давно известны. Это слабый рост, низкая конкурентоспособность, зависимость от внешних экономических факторов. Однако энергии для реальных изменений не хватило. Лидеры говорили о намерении действовать сообща, но когда дошло до конкретных мер, обсуждение застопорилось. Фридрих Мерц, который уже выступал за укрепление собственной экономической политики Евросоюза, на этой встрече видел напряжение между странами. Франция под руководством Макрона настаивала на более мощных европейских инструментах поддержки промышленности, а Германия и даже страны с более скромными бюджетами опасались слишком больших обязательств. Участники встречи говорили о том, что Европа сейчас должна уменьшить свою зависимость от внешних экономических шоков, но на практике даже определить, кто сколько должен вложить в общее дело, не удалось. По словам некоторых европейских чиновников, энтузиазм, который был еще несколько месяцев назад, ушел, а на смену ему пришли старые разногласия. На самом деле мы с вами это уже видели неоднократно и можем сделать вывод, что подобные встречи уже не дают ощутимых результатов, потому что лидеры не хотят на себя брать четких обязательств. Это означает, что Германия и другие страны могут оставаться без согласования общей стратегии для конкурентной экономики ЕС в ближайшие годы. Таким образом, попытка что-либо согласовать осталась на уровне разговоров, без четких шагов и без новых обязательств со стороны крупнейших экономик Союза. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии газ для заводов дешевеет, а счета для обычных семей остаются высокими. И все больше людей задаются вопросом, почему так происходит. Сейчас власти Германии говорят об энергетической стабилизации, но на практике разница между промышленностью и домохозяйствами только растет. Если мы с вами вернемся назад до 2022 года, схема была совершенно другой. Газ был относительно дешевый для всех. Промышленность платила больше, в абсолютных цифрах, семьи наоборот меньше. Но логика была понятной. После отказа от российского газа система перевернулась, цены взлетели, а государству пришлось решать, кого спасать первым. Выбор сделали быстро. Крупные заводы, химия, металлургия, стекольная промышленность получили скидки, компенсации и специальные тарифы. Аргумент звучал такой: если предприятие остановится, Германия потеряет рабочие места, экспорт и налоги. Поэтому газ для промышленности начали субсидировать напрямую или через сниженные тарифы. Для семей такой схемы не появилось. Вот, пожалуйста, вам пример из жизни. Завод по производству удобрений в Северном Рейне-Вестфалии платит за газ заметно меньше рыночной цены, потому что часть расходов компенсируется государством. Это позволяет ему работать и не увольнять людей. А семья пенсионеров в том же регионе получает счета за отопление, который за 2 года вырос почти вдвое. Никакой, скажем так, промышленной скидки для них не существует. Вот еще один пример. История 72-летнего Клауса из Тюрингии типична. Он живет в частном доме и отапливается газом. Раньше платил около 120 евро в месяц, сейчас это почти 220. Он экономит, снижает температуру, закрывает комнаты, но счет все равно приходит. При этом по телевизору он слышит, что энергетический кризис в целом преодолен. Это еще не все. Вот вам другой пример. Молодая семья в Гессене. 2 работающих человека и 2 детей. Газовый котел, стандартный дом.
Им объясняют, что цены стабилизировались, но платеж остается высоким, потому что поставщики закладывают риски и будущие закупки. Скидок нет, компенсации минимальны. И теперь, конечно же, у нас с вами возникает логичный вопрос. А почему так происходит? И тут внимание, потому что газ для промышленности и газ для домов – это разные рынки. Заводы покупают огромные объемы, заключают долгосрочные контракты, а государство готово вмешаться, чтобы удерживать их в стране. Домохозяйство покупает газ через поставщиков, которые страхуются от скачков цен и перекладывают риски на нас с вами. Не обходится здесь и без политического момента, о котором, кстати, не любят говорить прямо. Если закрывается завод, это сразу, как вы знаете, становится громкой темой для СМИ и общественного обсуждения. Если тысячи семей платят сегодня больше за отопление, это уже растянуто во времени и выглядит как личная проблема каждого. В итоге возникает, я бы сказал, такой перекос. Экономику старается защитить, а социальное напряжение при этом остается без быстрого решения. Особенно сильно это бьет по пенсионерам в Германии и людям с фиксированным доходом. Их расходы растут, а доходы, сами знаете, нет. Поэтому мы видим, что сейчас Германия стоит перед неприятным выбором: либо признать, что поддержка должна быть более равномерной, либо смириться с тем, что энергетический кризис для заводов уже почти закончился, а для обычных семей нет. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сегодня в Германии мы на улице, в комментариях и с трибун слышим, почему при постоянном притоке мигрантов дефицит рабочих рук никуда не исчезает. Рабочие места есть, вакансии висят годами, а закрывать их по-прежнему некому. Особенно это сейчас заметно в уходе за пожилыми, строительстве, транспорте и промышленности. Если мы с вами вернемся еще на 20-30 лет назад, ситуация выглядела иначе. Может, кто помнит, тогда мигранты приезжали молодыми, часто без семей, быстро выходили на рынок труда и работали десятилетиями. Они действительно закрывали нехватку кадров и одновременно платили взносы в пенсионную систему. Именно на этой логике долго держалась немецкая модель, то есть миграция компенсирует старение общества. Сейчас эта схема перестает работать. Первая проблема – это язык. Большая часть новых мигрантов приезжает без знания немецкого. Формально существуют интеграционные языковые курсы, но на практике на них можно попасть через месяцы. А сейчас я вам вчера даже рассказывал, вообще нельзя попасть, разве что только за свои деньги. Пока человек учит язык, он не может работать по профессии. В результате рынок видит его не сразу, а иногда через год или даже два. Вторая проблема – это возраст. Все больше приезжающих – это люди 40+. А иногда и старше. Для Германии это значит короткий трудовой путь. Человек может начать работать только через несколько лет после приезда, а до пенсии у него остается 10-15 лет. За это время он физически не успевает внести столько взносов, сколько ожидалось изначально. Нашел пример. 52-летний мужчина приезжает по гуманитарным причинам. Год уходит на оформление документов, еще год на язык. То есть работать он начинает в 54 года. До пенсионного возраста остается чуть больше 10 лет. С точки зрения пенсионной системы, это уже не источник взносов, а будущий получатель выплат. Третья проблема – это квалификация. Немецкий рынок труда нуждается в конкретных профессиях. Я вам рассказывал, это медсестры, электрики, сантехники, водители, техники. Но дипломы и опыт мигрантов часто в Германии не признаются. Процедура подтверждения растягивается на годы. Люди либо работают ниже квалификации, либо вообще выпадают из системы. Но это еще не все, о чем я хотел сказать. Есть и человеческий фактор. Молодежь, выросшая в мигрантских семьях, все чаще не идет в тяжелые профессии. Они хотят офисную работу, гибкий график, дистанционный формат. Таким образом, вакансии, которые я назвал, остаются, а желающих мало. Еще отдельная тема – это сроки выхода на рынок труда. Вы знаете, что Германия – это страна правил. Пока идут проверки, курсы, разные согласования, экономика ждет. За это время бизнес либо закрывает вакансию за счет переработок других сотрудников, либо отказывается от заказа. В итоге миграция есть, и эффекта мы с вами не наблюдаем. Пенсионная система Германии чувствует эти последствия напрямую, и чем меньше людей работают и платят взносы, тем, соответственно, сильнее нагрузка на систему. И мы видим, что миграция сегодня больше не решает пенсионную проблему автоматически. Она перестала давать быстрый и устойчивый приток рабочей силы. В результате Германия сейчас действительно очень нуждается в мигрантах, но вот сама модель и их интеграция не успевает за реальностью. Люди приезжают, но мы видим, что они слишком поздно выходят на работу, слишком мало зарабатывают и слишком недолго, как я показал на конкретном примере, платят взносы.
Таким образом, без ускорения языкового обучения, признания профессий и допуску к рынку труда, миграция перестает быть тем необходимым решением. Она все больше выглядит как долгий процесс с неопределенным результатом. На этом пока все. Спасибо за просмотр.